Это моя лесная хижина в глубине дикого леса в Северной Европе, в Латвии. Идет уже второй год моих наблюдений за жизнью леса, птицами, животными, сменой времен года, и каждую мелочь и изменения я искренне вижу как историю, достойную внимания. Этими историями я делюсь на своем канале в уютной атмосфере леса, попутно показывая моменты как тихие, так и сложные из своей жизни здесь. Так что, если вам это звучит интересно, буду рада, если задержитесь здесь со мной подольше. В мае лес меньше чем за месяц полностью преобразился и все еще продолжает принимать свою летнюю форму. А для меня, по ощущениям после зимы, он наоборот как будто затих. Но на самом деле он просто сконцентрировал внимание на себе, ведь за одно недолгое лето лесу и его обитателям нужно успеть очень многое, потому все живое здесь занято своими делами. В своей крошечной лесной хижине в 20 квадратных метров я уже успела пройти через все трудности и радости каждого времени года, испытать восторг примерно 1 000 000 раз от встреч с лесными птицами и животными, стать поддержкой и другом для многих птиц зимой, научиться многим новым, непривычным для прежде только городского человека вещам и очень сильно устать. Иметь хижину в лесу — это совсем не то же самое, что расслабленная поездка на природу, где это действительно беззаботный отдых без обязательств. Здесь же это постоянная работа, планирование и решения, которые преследуют даже по возвращению в город. Не говоря о том, что сочетать городскую и лесную жизнь уже само по себе совсем непросто. Но для меня это все стоит того, потому что мои глубокие интересы и потребность в дикой природе, птицах и животных, как фотографа, натуралиста и художника, перекрывают все возможные вызовы. А тихие вечера и ночи в сердце леса со всеми диковинными звуками, криками и шорохами для меня отдельное помешательство. Я сейчас поняла, что у меня нету что насыпать на дно горшка. Многие здесь часто путают мою хижину с дачей или вообще с полноценным домом, но это совершенно иная концепция, более привычная для западных и скандинавских стран. Хижина, или в оригинале cabin, небольшая постройка, стоящая обособленно где-то вдали от цивилизации, как правило, в лесу или горах, а основная цель — это полное погружение в дикую природу и наблюдение за ней. Потому хижины, или cabins, используются круглый год, в отличие от летних кооперативных домов-дач, где цель — это ведение сельского хозяйства, ну или место для шумного отдыха с друзьями. Потому если кому-то режет слух моя хижина, то мне режет слух дача в отношении моей хижины.
Привет. Сейчас довольно ветрено, но я уже второй день слышу, как сзади распевается Иволга. В первый раз я здесь слышу, она совсем близко. Сейчас передвинулась где-то, оттуда звук идет. Иволга куда-то перелетела дальше. У меня дятел пока что тут кричит. Хотела рассказать, что я наконец-то купила охотничью камеру, чтобы следить за животными в лесу. И вчера на ночь я в первый раз поставила ее на дерево, прикрепила. И мне сейчас не терпится сходить, посмотреть, может быть, что-то интересное она засняла за эту ночь. Или ничего не засняла, и нужно проверить, работает она вообще или нет. У меня здесь много выдранных больших черных перьев. Тут уже вокруг моей камеры наплели паутин. Что ж, пошлите смотреть. Сегодня ветрено, и поэтому я нацепила на микрофон противоветровую защиту. Она выглядит максимально странно, но я боюсь, что меня иначе не будет слышно. Мне кажется, что ничего не записала за ночь. Ничего интересного. Хочу открыть, проверить телескопическую палку, которую мы купили, чтобы пытаться почистить крышу. И мне интересно, смогу ли я это сделать с нашей лестницей, или она будет слишком низкая, или это вообще будет неудобно. Собрала палку. Надо понять, смогу ли я как-то натянуться.
Как-то сейчас один из тех редких случаев, когда ничего не происходит. Даже я не могу ничего доделать до конца. Я, по крайней мере, проверила, крыша чистится ли, точнее, могу ли я дотянуться палкой телескопической до конца крыши, используя нашу лестницу, и вроде как да. Но, во-первых, я думаю, что это нужно делать вдвоем, потому что довольно опасно так стоять, и неплохо было бы, чтобы была подстраховка какая-то. Еще от малейшего напряжения у меня заболели колени, конечно. Потом я пошла пробовать стелить геотекстиль вокруг своих грядок, но тоже только провозилась. Мне вообще не очень нравится, как это все выглядит. Разболелись колени. Сейчас вечером немного скосила траву триммером и ходила, искала новое место, куда повесить свою охотничью камеру. Сегодня официально начался сезон комаров. Вчера их еще не было. Странно, что уже опять снова лето. Начался менее мной любимый сезон, когда по вечерам уже так спокойно не посидишь. А очень жаль, потому что птицы в это время года очень красиво вечерами поют. Еще где-то неделю назад была очень уютная погода. Шел дождь, и можно было сидеть на террасе, здесь, под крышей. Еще никто не кусался, и было очень уютно. Бекас пролетает надо мной. Хороший какой. Я меньше всего люблю лето из всех 4 сезонов. И нет, не только в лесу из-за комаров и клещей и всего остального, но и в целом. Я не люблю всю эту жару, душный воздух и так далее. Я очень люблю осень, потом зиму, и так они по порядку идут, и следующая, пожалуй, весна. Здесь, в принципе, хороши все 3 сезона, кроме лета. Весной здесь все еще спокойно, никто не кусается. В какой-то момент появляются клещи, потом начинаются комары, маленькие мошки в июне и слепни. И я уже знаю, что люди сейчас пойдут высказывать свое мнение по этому поводу. Будут пытаться рассудить, кто достоин жизни в лесу, а кто нет. Но я не соревнуюсь ни с кем, никому ничего не доказываю. Здесь очень много скрытых, неприятных моментов, которые, возможно, для кого-то будут абсолютно неприемлемы, которых, может быть, не видно в видео, совсем неочевидные вещи. Здесь далеко не остров наслаждений, где ты целыми днями сидишь и пьешь кофе и чай. Скорее всего, многим людям такое может быстро надоесть и просто напугать количество работы, которую нужно делать. Я на самом деле написала целый пост на Патреоне и Бусти об этом. Разные скрытые вещи, которые часто не показывают или их просто не видно, и они остаются как за кулисами, но которые являются огромной частью пребывания в подобных местах. И я, конечно, писала о своем опыте и о том, как это у меня здесь. В общем, суть в том, что сложностей много, но это не значит, что это меня пугает. И меня бы здесь не было, поверьте, если бы я боялась бы комаров. Вообще, я очень надеюсь, что, возможно, завтра я все-таки обнаружу что-нибудь заснятое на своей скрытой камере. Было бы очень интересно.
Похоже, что опять ничего интересного не засняла. Я не знаю, будет ли меня слышно из-за ветра. Я опять перевесила в другое место свою камеру охотничью. И не знаю, она чуть глубже в лесу, но мне кажется, все еще недостаточно. Хотелось бы, конечно, повесить ее куда-то, куда попроще доходить в плане одежды, что не нужно одеваться в полную форму, чтобы клещи не присосались. Зашел редис, который я сажала, когда нам кондиционер устанавливали. Петрушка, укроп. Пока что так себе. Очень сильный ветер сегодня. Думаю, что я съезжу, погуляю пока что. К вечеру вроде бы должен подуспокоиться ветер, я надеюсь.
В общем, на третью ночь моя камера наконец-то что-то засняла, хотя это всего лишь скромная попка оленя, но все же лучше, чем ничего. То есть идея повесить камеру глубже в лес была совсем неплохой идеей. Вопрос, оставить ее там же или нет. В этот раз я повесила камеру за баней в лесу, где я собираю лисички. Там очень хорошо видно тропы, по которым используют животные. Я думаю, что я кого-нибудь точно засниму. Направила камеру прямо на тропу. И к следующему разу, надеюсь, когда вернусь, уже что-то интересное там найду. Сейчас мне нужно уже спешить на физиотерапию в город, лечить свои колени. Большое спасибо, друзья, за просмотр, и особенно большое спасибо всем тем людям, кто поддерживает этот канал на Boosty и Patreon, делая эти видео возможными. Спасибо вам. А если вдруг кто-то тоже хочет поучаствовать и заодно получить от меня дополнительный контент и смотреть эти видео без рекламы, то все ссылки вы найдете внизу. Это очень поможет каналу быть и развиваться. На этом все, и до встречи в следующем уже летнем эпизоде «Лесных историй».